Ладислаус Чижик-Чатари, отпетый нацист. Он причастен к гибели более 15 тысяч человек и получал удовольствие от избиения женщин плетью. Самое ужасное, что он смог спастись и, возможно, до сих пор жив. Сегодня ты узнаешь о докторе смерти, который умер в своей постели в окружении семьи, о тех, кто сбежал и скрывается и по наше время, а также о самой интересной теории, по которой главный помощник фюрера, как и сам Гитлер, выжили во Второй мировой войне. Ганс Фриче – голос нацистской пропаганды. Именно его устами говорила фашистская пресса. «Говорит Ганс Фриче! Говорит Ганс Фриче!» Такими словами начиналась главная еженедельная передача Третьего Рейха. С 1942 года по личной воле министра Йозефа Геббельса Фриче занял этот пост. Именно по этой причине он и оказался на Нюрнбергском процессе. Целью Нюрнбергского процесса было осуждение именно руководителей нацистской Германии, и Фриче, всегда исполнявший чужие указания, смотрелся там белой вороной. К тому же его деятельность никогда не имела прямого отношения ни к творившемуся насилию, ни к производству оружия. Формулировка его наказания была такой: Ганс Фриче своей яростной поддержкой режима парализовывал способность населения к самостоятельному суждению. Заявление верное, и понести наказание за него было бы вполне заслужено. Но не в случае, когда осуждают действительно за ужасные поступки. В итоге, по обвинениям, рассматривавшимся на Нюрнбергском процессе, Фриче был признан невиновным. Как журналист, Фриче иногда делал сильные заявления пропагандистского характера, но трибунал не считает, что они были направлены на прямое подстрекательство германского народа к совершению зверств над другими народами. Нельзя также сказать, что имело место и участие обвиняемого в преступлениях, гласит резолютивная часть приговора. Именно с этой формулировкой Ганс Фриче избежал ужасного наказания. Стоит отметить, что он и правда не совершал тех ужасных преступлений и не призывал совершать их другим. Если предыдущий персонаж был мелкой сошкой, то следующий заложил экономический фундамент нацистской Германии. Ялмар Шахт стал видной фигурой задолго до прихода Гитлера к власти. Еще в 1923 году он занял пост председателя Рейхсбанка, Центрального банка Германии, и принял ряд весьма эффективных финансово-экономических мер, остановивших гиперинфляцию и стабилизировавших курс национальной валюты. Яркий талант сочетался в Шахте с буйным нравом. Этот нрав заставил финансиста увлечься идеями Адольфа Гитлера и в 1930-м покинуть пост председателя Рейхсбанка. Начиная с того времени, Шахт оказывал будущему фюреру всяческую поддержку. В частности, выстраивал связи между ним и крупными промышленниками. Неудивительно, что после победы Гитлера на парламентских выборах 1933 года Шахт вновь занял пост председателя Рейхсбанка, а с 1934 года стал министром экономики. В 1939 году, когда перспективы глобальной войны стали очевидны, Шахт направил Гитлеру письмо, в котором указывал на то, что курс, проводимый правительством, приведет к краху финансовой системы Германии и гиперинфляции. Вслед за этим он последовательно выступал против вторжения в Польшу и СССР, ушел в отставку с поста председателя Рейхсбанка, а в 1942 году покинул правительство. В итоге эти действия привели Шахта к связям уже с антигитлеровским сопротивлением и участии в покушении на жизнь фюрера 20 июля 1944 года. Шахт имел лишь косвенное отношение к самому покушению, поэтому не был казнен, но до конца войны содержался в концлагерях Равенсбрюк, Флоссенбюрг и Дахау. В мае 1945 года он был освобожден союзниками, но тут же вновь был арестован. Разбирательство на Нюрнбергском процессе по делу Шахта было сложным, но в его пользу играли много факторов. Помимо несогласия и последующей борьбы с гитлеровским режимом, защита финансиста указывала на тот факт, что он никогда не был членом национал-социалистической немецкой рабочей партии Гитлера.
Просуммировав все факты, трибунал пришел к выводу о невиновности Ялмара Шахта. Если Шахту удалось избежать наказания, потому что он не был в партии, то следующий герой уже состоял в ней и даже тесно общался со вторым человеком в Третьем Рейхе. Политическая карьера Франц фон Папена была долгой и запутанной. Ветеран Первой мировой войны. Он долгое время заседал в парламенте родной Пруссии, пока в 1932 году, благодаря помощи высокопоставленных сослуживцев, не стал главой правительства Германии. Тогда-то и начались его контакты с партией Гитлера. Фон Папен пытался заключить с фашистской партией коалиционное соглашение и предлагал Гитлеру пост вице-канцлера. Те переговоры успехом не увенчались, но позволили политику завести несколько полезных знакомств. Например, с будущим вторым человеком Третьего рейха Германом Герингом. Геринг сыграл определяющую роль в судьбе фон Папена. После победы национал-социалистической немецкой рабочей партии на парламентских выборах он помог прусскому политику войти в правительство Гитлера в качестве вице-канцлера, а в 1934 году и вовсе спас ему жизнь. 17 июня 1934 года Франц фон Папен выступил в Марбургском университете с речью, критикующей жесткую политику Гитлера. 30 июня же произошла «Ночь длинных ножей», в результате которой Гитлер расправился с верхушкой оппозиции внутри партии. Франц фон Папен смог спастись только благодаря домашнему аресту. К слову, охраняла его подчиненная лично Герингу полиция. Тем не менее, политик был смещен со своих постов и отправлен за рубеж на дипломатическую работу. С 1934 по 1938 годы он был послом в Австрии, где активно организовывал финансовую и политическую поддержку прогермански настроенных националистических групп. В 1938 году Австрия перешла под германское владычество, а Франц фон Папен отправился в Турцию работать послом. Именно эта работа спасла нашего персонажа от неизбежного наказания. К слову, тогда же Герман Геринг пришел ему на помощь в последний раз. Самый высокопоставленный подсудимый Нюрнберга взял на себя абсолютно всю ответственность за произошедшее в Австрии, позволив своему другу получить оправдательный приговор. Несмотря на оправдание в Нюрнберге, никому из вышеперечисленных не удалось полностью уйти от ответственности. В 1947 году все они попали под расследование комиссии по денацификации в рамках процесса, проводимого странами-победителями с целью очищения немецкого общества. Фриче был осужден на 9 лет заключения, Шахт и фон Папен на 8 лет трудового лагеря. А дальше ты узнаешь о человеке, который пытался убежать от наказания, но это у него не вышло. Во время Второй мировой войны Владислаус Чижик-Чатари исполнял обязанности начальника полиции по охране гетто, расположенного в городе Касса. В настоящее время город носит название Кошица и находится в Словакии. Чижик-Чатари причастен к гибели по меньшей мере 15 тысяч евреев. Согласно документам, которыми располагает центр Визенталя, этот человек получал удовольствие от избиения женщин плетью, заставлял узников копать замерзшую землю голыми руками и был причастен к другим зверствам. После войны суд возрожденной Чехословакии приговорил Чижика-Чатари к смертной казни, однако преступник переехал в Канаду под чужим именем, где стал заниматься торговлей произведениями искусства. В 1997 году канадские власти лишили его гражданства и стали готовить документы для его экстрадиции. Эта история показывает, что за все нужно нести ответственность и что наказание всегда настигнет. Но бывали случаи, когда осужденные умудрялись скрыться. И, возможно, они прямо сейчас живут счастливую жизнь где-то в другой стране и под другим именем. Алоис Брунер – ключевой сотрудник Адольфа Эйхмана, немецкого офицера, сотрудника гестапо, непосредственно ответственного за массовое уничтожение евреев, несет ответственность за депортацию евреев из Австрии, Греции, Франции и Словакии в нацистские лагеря смерти. Всего от его рук пострадало более 160 тысяч человек. Алоис был заочно осужден Францией, ему чудом удалось сбежать от преследования. На протяжении многих десятилетий он проживал в Сирии.
власти Сирии отказываются сотрудничать в преследовании Бруннера. В последний раз этого ужасного человека видели в 2001 году. Родился он в 1912, так что шансов на то, что он жив, осталось мало. Правда, и достоверной информации о его смерти тоже нет. Возможно, прямо сейчас чей-то дедушка, погубивший десятки тысяч жизней, попивает горячий чай и любуется природой. Но история следующего персонажа повергнет вас в шок. Доктор медицины Ариберт Хайм в 1942 году проводил эксперименты на людях в концлагере Маутхаузен. Изучал болевой порог человека и летальные дозы веществ. Вводил заключенным смертельные инъекции фенола и бензина. Проводил без наркоза ампутации и кастрации. Извлекал внутренние органы. Ответственен за смерть 300-400 узников. После сворачивания программы служил врачом. После войны Хайм работал гинекологом в Австрии, пока не начался его розыск по наводке свидетелей. В 1962 году живодер через Францию бежал в Марокко, оттуда в Египет. Но это выяснилось только после его смерти от рака в 1992 году. В Египте Ариберт Хайм взял имя Тарика Фарида Абдулла, принял ислам, притворялся фотографом и скрывал свое медицинское образование. Жил он в гостинице, выбивал через адвоката налоговые льготы и оставил солидное наследство. Судя по всему, дела у него шли прекрасно. За все ужасные преступления над людьми Ариберт Хайм получил прозвище «Доктор Смерть». И самое страшное, что такой человек не понес наказания. Умер он в окружении семьи, а не как его подопытные от ужасных мук. Возможно, именно рак, сгубивший его, стал тем самым ответом на все его злодеяния. Услышав все эти истории, невольно задаешься вопросом: а как все эти люди, совершившие столь ужасные преступления, вообще смогли сбежать от наказания? И могли ли сбежать и другие нацисты? Все эти вопросы породили много конспирологических теорий. За годы Второй мировой нацисты убили многие миллионы мирных жителей. 5-6 миллионов евреев, почти 2 миллиона поляков, до 6 миллионов граждан СССР, 220 тысяч ромов, сотни тысяч французов, британцев и греков. Массовые репрессии, антипартизанские акции, обстрелы и налеты стали тогда рутиной. Люди гибли от пуль и газа, бомб и снарядов, голода, невыносимой тяжести принудительных работ и медицинских экспериментов в концлагерях. Расплата была неминуемой, но оплачивать такие счета собственной жизнью никто не хотел. Весной 1945 года тысячи офицеров и служащих Третьего рейха встали на низкий старт перед побегом. Черный рынок, старая добрая взятка, а также искренние симпатии многих европейцев к гитлеровской идеологии творили чудеса. Огромное количество преступников смогли сбежать от правосудия по так называемым крысиным тропам. Через нейтральную Швейцарию, Испанию, Португалию, сквозь охваченную хаосом Италию нацисты бежали в Южную Америку и Северную Африку. Оттуда они проникали даже в британские колонии. Тропы вели в Аргентину, где у нацистов выходила своя газета «Эль Пампера» тиражом в 75 тысяч копий. Шли в Египет, где немецкие советники будут перестраивать армию. Путали следы и выводили убийц обратно в Западную Германию. Тысячи теоретиков и практиков геноцида избежали трибунала и умерли в своих постелях. Но куда они пропали? И почему о них почти ничего не известно? Ответить на этот вопрос сложно, особенно зная то, какие варианты для спасения были у Третьего рейха. В полосе дождевых лесов Южной Америки обнаружено убежище, предположительно выстроенное нацистами в начале 1940-х годов. На стене здания гигантская свастика, и все готово для приема гостей. Однако следов того, что гитлеровцы смогли добраться до своего последнего приюта в глуши мира, не нашли. Не пригодилась элите Третьего рейха и лучшая подлодка Гитлера Ю-35-23. В мае 1945-го ее потопили британцы, а то, как они это сделали, породило легенду. Из-за ошибки при передаче данных с бомбардировщика королевской авиации остатки Ю-35-23 искали в другой части морского дна.
и не могли найти до 2018 года. Слухи о последнем корабле фюрера, якобы увезшем с берегов Европы нацистов, после чего исчезнувшим с радаров, будоражили умы во всем мире. Подлодку все еще не подняли. Кто мог скрываться на ее борту в момент гибели, доподлинно неизвестно. 30 апреля 1945 года. Гитлер свел счеты с жизнью, но слухи о том, что он мог спастись, появились тотчас же. Причина – плохая сохранность трупа, который сам же нацистский лидер распорядился сжечь. Когда 2 днями ранее партизаны повесили Бенито Муссолини над телом фашистского дуччи, надругались. Фюрер боялся, что его останки обезобразят, потому приказал изуродовать их сам. Доподлинно узнать, погиб ли Гитлер, так и не удалось. Личный секретарь Гитлера, Мартин Борман, возможно, также смог спастись. В мае 1945-го именно ему фюрер доверил свое завещание. Борман, единственный из ближнего круга Гитлера, сохранил присутствие духа. Он смог покинуть бункер фюрера в попытке выбраться из советского окружения. Но по горячим следам обнаружить беглеца не сумели. 20 ноября 1945 года его судили заочно и приговорили к смертной казни. Появилась версия, которую нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. Сотрудник нацистских спецслужб Рейнхард Гелен опубликовал книгу, в которой утверждал, что Мартин Борман являлся тайным сотрудником советских спецслужб. Это значило, что найти его будет невозможно. Следы ускользнувшего гитлеровского министра вели из берлинского бункера прямиком в Москву. На этом все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах.